Привет, мои дорогие люди! Расклад будет для вас на картах Таро, что происходит в его жизни прямо сейчас. Ваша вторая половинка. Что сейчас с ним происходит? Его мысли и чувства относительно вас. И актуально именно тогда, когда вы нашли это видео. Да, мои дорогие, посмотрим его состояние на момент просмотра, его планы на будущее и вообще, что у мужчины на уме, что сейчас происходит в его жизни. Что-то очень плохое происходит у него на душе, да, это карта башня. Он очень волнуется, переживает. Здесь почему-то 3 карты Ленорман. Они не должны были здесь быть, но есть, значит, так нужно. Посмотрим, что за карты. У него на работе какая-то проблема. Разговоры идут неприятные у него за спиной. У него на работе идут какие-то сплетни. И он боится потерять работу. Коса идет на башню. Башня — это карта работы. У него сейчас какие-то неприятности на работе идут. И он боится потерять работу. Это мужчина, это ваш мужчина, да, которого вы загадали. Но что-то происходит у него не так. Он волнуется. Может быть, его вызвал начальник и ругал. И он не хочет вам рассказать, потому что ему неудобно, или не хочет будоражить эту рану, которая у него очень сильно болит. Он боится, что начнет при вас раздражаться и вообще наговорить лишнего. И он просто на взводе, мужчина, потому что коса вместе с птицами — это очень острый разговор у него был. Ну, птицы, понятный разговор, а коса острый. Острый разговор о деньгах. Бубновый валет, хлопоты денежные, хлопоты деловые, хлопоты бумажные. Может быть, он напутал что-то в отчете или что-то в бумагах, в квитанциях каких-то напутал. В общем, начальник им был очень недоволен. Это у некоторых девочки проиграется, не у всех, конечно. Но эти 3 карты здесь затесались. Понимаете, они сюда зашли. Видимо, каким-то образом я делала расклад на 2 колодах, и так получилось. Неожиданно так. Значит, нужно было вам услышать. Я всегда доверяю карты, как сделали, так и нужно. И вот что выходит, что мужчина сейчас очень в остром положении. И касательно работы, скорее всего, карта башни. Вот такие дела. Поэтому я не удивляюсь, что вышла башня. Я вообще не удивляюсь, да? Потому что башня показывает, что он сейчас нервничает, переживает. У него сейчас какие-то проблемы. И он проблемы хочет решить. Башня — это когда уже хочет решить человек проблемы, когда он вот-вот решает, но мешают какие-то вот эти птицы, это недоброжелатели. Это его недоброжелатели, это его, может быть, коллеги, которые на него наговорили. В общем, кто-то подлог какой-то сделал на работе. Какой-то подлог произошел, да уж, прямо скажем, да? Что сейчас в его жизни происходит, дорогие мои? Вот эта карта покажет. Понимаете, вот к этому он стремится. Он очень хочет, чтобы вы были счастливы. Он так устал от вот этих событий. Кстати, вот если мы видим башню и 10 чаш, это у некоторых проиграется девочек, что вы недавно с ним поссорились очень, буквально на ножах. Это же может быть острый разговор между вами 2, понимаете? И вы просто на ножах. Может быть, вы поссорились, может, вас поссорили, домашние какие-то. Или обстоятельства, скорее всего, финансовые обстоятельства. По башне могут проходить финансовые обстоятельства. А по вальту бубновому из-за денег. Может быть, какие-то траты, неожиданно, вы не ожидали, что там зубы нужно делать, да, ребенку или родителю. В общем, какие-то неожиданные обстоятельства открылись, и образовалась вот такая прореха в финансах. Что у него сейчас происходит? Он хочет помириться, он знает, что между вами пробежала какая-то кошка, какие-то были события темные, вороны налетели, и вас поссорили. Мужчина переживает. Вы знаете, иногда нам кажется, что мужчина не переживает, что у него там вообще совести нет или сердца нет. Но я вижу здесь, что он переживает. Относительно вашей пары тоже может быть. Но он, конечно, хочет показать свою силу, он хочет показать, что он может дать вам то, чего вы хотите, то есть дать вам семейный уют и покой. Он переживает о том, что он, может быть, этого вам до сих пор еще не дал. Видите, здесь карта сила. А карта сила — это когда он хочет свою силу показать, что он способен справиться с обстоятельствами. Он хочет показать вам свою силу, что он способен справиться с обстоятельствами.
но у него не получается с ними справиться никак. Никак не получается, потому что башня. Сейчас, на данный момент, он нервничает. Может быть, у него, знаете, вот постельный вариант не идет. Вполне возможно. Но что-то его напрягает, что-то его заботит. Он просто потерял уже последние нервы. Он хочет вернуть к себе силу. Кстати, вот по этому раскладу, если сила выходит с башней, на мужчине может быть негативное влияние каких-то людей, негативное влияние каких-то людей на мужчине может быть. Да, это вполне возможно. Давайте будем дальше смотреть, что сейчас с ним происходит такого. Я смотрю только прямые в этих рамках карты. Но вышла карта перевернутая, может быть, тоже стоит на это обратить внимание, да? Перевернутая карта умеренность очень часто нам говорит о том, что мужчина хотел бы умеренной жизни. Кстати, вот по этой карте проходит выпивка. Мужчина, может, выпивает. У него может быть проблема с алкоголем. По этой карте, да? Он хотел бы вылечиться, это его уже замучило. В общем, это его поведение, связанное с алкоголем, скорее всего, его замучило. Он теряет силу, власть над ситуацией. И, наверное, у некоторых проиграется, что из-за алкоголя была ссора. Понимаете? Может быть, с друзьями где-то выпил. И, в общем, нехорошо себя вел. Или же деньги семейные растратил, если у вас семья, на что-то, что, в принципе, не нужно было, нельзя было тратить. Это 5 жезлов. Карта, в принципе, очень хорошая, потому что он мерится сейчас силой сам с собой, да, и он надеется выиграть. То есть он надеется или справиться с зависимостью, или он надеется восстановить свое влияние на работе, восстановить свое доброе имя, может, в семье или же с вами, потому что вы потеряли в него силу, потеряли в него веру, можно сказать, да? Вот, может быть, это ссора между вами. Как бы вы не знали, почему вы ссоритесь, почему, вроде мелочи какие-то. Но когда люди, которые любят друг друга, ссорятся по мелочам, это связано всегда с влиянием третьих лиц. Здесь я вижу влияние третьих лиц. Может, безденежье, кстати, вот по карте башня. И то, что вы запланировали для вас, как для пары, не получилось купить что-то, да? И вы знаете, что это потому, что он как-то или не заработал, или же не спросил вас, потратил деньги на мать свою. Ну, в общем, где-то он проявился не так, как нужно. Ну вот, он король чаш. Что у него сейчас происходит? Но он вас любит. Король чаш, 10 чаш. Будущее у вас светлое, но нужно пройти через эту башню. Нужно, чтобы какое-то время прошло после ссоры, когда будет примирение, когда уляжутся страсти, когда вот эти черные вороны перестанут вмешиваться. Потому что здесь мужчина ведомый. Вы сами видите, вот эти вороны, здесь их 4, это могут быть родственники. Это могут быть люди, которые специально вставляют палки в колеса. Вот когда они утихомирятся, он ждет, не дождется этого. Он просто не вмешивается, да? И вас раздражает это. Вы думаете, почему он не защищает вас, просто не вмешивается? Может, не умеет, не хочет или боится. Бывает, что боится. Мужчина запуган своими родственниками. Чаще мужчина может быть запуган матерью своей, знаете. Это его мать, может быть. Рыцарь меча. Ну, постоянно недовольна. Всем недовольна. Все ее раздражает, все ее мучает. У нее всегда такой вид, как будто какое-то происшествие произошло негативное. Очень негативный язык у человека, вот у этого. Знаете, кто это? Может быть, его мать, его бывшая дочь, если ей больше, чем 12 лет, вот такое вытворяет, да? Или сын, потому что рыцарь — это может быть любой человек любого пола, и женского, и мужского. Рыцарь меча — это тот, который, как говорят, за словом в карман не полезет и все время раздражается, все время грубости говорит, все время негативный. Здесь я вижу, что на мужчине есть негатив. Ему кто-то сообщил какую-то плохую новость, кто-то его ставит в зависимость, и он ведомый, получается.
Он так, с одной стороны, любит, с одной стороны, хочет, чтобы все было хорошо, а с другой стороны, он ведомый, человек, который ведомый. На нем есть какое-то влияние негативное. Рыцарь меча — это как раз и есть это негативное влияние. Какое-то третье лицо вмешивается. Карта сама перевернулась. Карта хорошая. Пентакли, радости, деньги, приятные события. Может быть, вы будете приглашены где-то в гости. Может быть, если вы с мужчиной еще не живете, вот по этой карте, видите, зеленые яблоки еще не созрели, но вот-вот созреют. По этой карте планируете, что у вас будет или беременность, или у вас будет перемены в сторону улучшения бытовых вопросов. Например, вы съедетесь, будете жить вместе, будете планировать свадьбу. Но это хорошая карта. Пентакли — хорошая карта. Появятся, наконец, деньги в вашей паре или у него. Может быть, он скрывает какие-то денежные трудности. Опять же, перевернуто, но я смотрю прямые. Хочу сказать про перевернутую пару слов. Семерка жезлов перевернутая. Это он, понимаете, он утепляется, типа соломки себе подкладывает. Там, где не нужно этого делать. Там, где нужно, наоборот, быть смелее, открытым быть. У него же есть ресурс, у мужчины. Карта сила. У него есть ресурс, он своим ресурсом не пользуется. Вместо того, чтобы действовать, он утепляется, выкручивается. Он не решает проблемы, он не привык решать проблемы. Он привык выкручиваться. Как бы, знаете, как дети. Закрыл глаза, проблемы нет. Вот он таким ребенком и остался. Видите, эти мешки, здесь наводнение. Наводнение — это повышенные такие эмоции на работе. Наводнение, да? Когда на работе, ну, буквально по его пятам идут, его подстерегают, его портят ему репутацию, прямо скажем. Кто-то портит ему репутацию, у некоторых проиграется. А он вместо того, чтобы войти в свою силу, сопротивляться, что-то делать, быть проактивным, он утепляется, он закрывается от проблемы, он выкручивается, он уходит от проблемы, закрывает глаза, и якобы ничего нет. На самом деле это же ничего не даст. И наглеют люди вокруг него. Это наглеют люди. Рыцарь меча — наглеют люди. Наглеют какие-то его или домашние, или на работе. Видите, наглеют, потому что он им позволяет наглеть. Он такой мягкотелый здесь. Мягкотелый, да? Хочет дома посидеть, отсидеться. Но не отсидишься, понимаете? Потому что есть такое понятие в физике, что на каждую силу есть противоядие, противоположная сила. А он не пользуется своей силой, нет. Перевернутая, и это у нас принцесса. Принцесса — это пажи. Паж меча. Вот, пожалуйста, и паж. Что-то у нас здесь рыцарь. Рыцарь меча и паж меча. Ну, ситуация острая. Это острая ситуация либо на работе у кого-то проиграется, либо в семье. В семье у него. Острая ситуация. Понимаете? Уже дальше некуда такая острая. Или, может быть, это между вами накалились страсти. И он ищет выход, да, ищет, но не в ту сторону смотрит. Ему нужно справиться со своими какими-то страхами, преградами, со своими проблемами. Он вроде бы ищет, но не там, где надо. Видите, шестерка в старших арканах — это же карта влюбленная, перевернутая. Любовь есть, да, влюбленные — самая лучшая карта для любви, для счастья. Но он-то не видит этого, он-то не видит. Потому что ему негативные люди закрыли глаза. Закрыли глаза, он ведомый, все, он ведомый. Это может быть его или сестра, или мать, или бывшая. Кто-то, кто хочет закрыть ему глаза. Он не может никак увидеть всю картину, потому что ему дали ложную информацию. Его, может быть, даже внушили что-то, его завели не туда, куда нужно. Ему внушили какие-то мысли относительно вас. Будет ли любовь, будет ли все хорошо? Обязательно. Влюбленная карта — это 100% будет все хорошо. Но нужно время. Нужно время, дорогие мои. Тройка жезлов. В перевернутом варианте тройка жезлов говорит, что нужно время. Нужно время. Ну, если выходит перевернутой, то и в прямом тоже нужно смотреть. Нужно время, и время придет.
придет время любви, но нужно дать время мужчине. Нужно ему дать время созреть, войти в свою силу. Он еще до сих пор как подросток. Ему, кстати, может быть и 50 лет, ведет себя как подросток. Это, кстати, может касаться тоже девочек, которые только познакомились и не понимают, почему мужчина то возникает, то пропадает, качели, то закрывается, то выкручивается, то появляется. Двойственный, да, у некоторых может проиграться, что мужчина двойственный. Почему мужчины бывают двойственные? По девятке жезлов, потому что он боится. Видите, страшило здесь. Это такое, на огороде выставляют такую штуку, да? Устрашать ворон. Ну, вороны мы знаем, что налетели. Мы это знаем. И у нас здесь уже были эти вороны. Но я же говорю, домашние вороны налетели. Хотят ему помешать. Хотят его сбить с толку. А он это страшило еще больше выставляет. Зачем он его выставляет? Ради чего? Какие у него мотивы? Какая у него мотивация? Мотивация одна. Он не хочет скандалов. Он боится скандалов. Но знаете, если ничего не решается добрым словом, иногда и крепкое слово нужно сказать, да? Это карта справедливость. Было бы справедливо, если бы он постоял за ваше доброе имя. Если бы он защитил вас перед родственниками, что он, очевидно, не делает. Закрыть им рот. Есть такое, понимаете, понимание. Закрыть им рот вот этим воронам. Он не делает этих вещей. Он не закрывает им рот. Они высматривают, они выглядывают, они ищут вас какие-то погрешности, они хотят вас подловить на чем-то. Они просто, как знаете, как вцепились. А он им позволяет. Потому что он думает, он, наверное, вам, кстати, говорил, тоже лучше с ними не связываться. Лучше с ними не связываться. Но я же говорю, что он ведомый, он под влиянием находится. Что у него сейчас происходит? Он хочет на вас опираться. Это королева жезлов, это ваша карта, да? Это трифовая дама традиционная. Мы часто, когда раскладываем игральные карты, мы гадаем на трифовую даму. Это вы. Он хочет, конечно же, от вас поддержки. Где-то хочет, вы знаете, ваш замок, ваш дом, он хочет как бы спрятаться за вами, можно сказать. Ну, такая вещь. Хочет спрятаться. Но у него к вам есть страсть. У него есть страсть, это точно. Посмотрите. Видите? У него очень сильное притяжение к вам. Вы не зря встретились. Это наверняка. Он хочет вам угодить. И в то же время он не хочет идти на рожон с этими людьми. Он хочет вам угодить. Он хочет встречи при Луне. И встреча, скорее всего, будет. И скоро будет встреча. Это наверняка. Мужчина хочет встретиться. Он уже, знаете, скучает. Вы знаете, о чем я говорю, да? Здесь видно. Скучает, уже напрягается, хочет встречи. Вы для него королева жезлов, желанная женщина. И никто не сможет помешать. Но они пробуют. Если вы меня спросите посмотреть, будут ли они пробовать в будущем вам помешать, я вам скажу. Рыцарь Пентаклей. Ну, все из-за денег. Ну, теперь все понятно. Вы знаете, не в вас дело даже. Типа nothing personal. Не персонально к вам какие-то претензии. Из-за денег. Может, наследство не могут поделить. Все из-за денег. Может, он кому-то раньше помогал, а с тех пор, как с вами встретился, он не хочет больше их кормить. Он деньги свои сохраняет. Может, кстати, вам он кажется скуповат, но он деньги хочет сложить, сохранить. Он хочет деньги собрать. Он хочет отложить на жизнь с вами в дальнейшем. И поэтому он перестал помогать тем, которые у кормушки его сидели долгое время, им пользовались. Он здесь рыцарь Пентаклей. Рыцари приносят новости о деньгах. Мужчина начнет лучше зарабатывать. У него есть деньги. Кстати, вот если вы только встретились и спрашиваете, есть ли у него деньги, есть. Рыцарь Пентаклей, у него много денег есть. Вы знаете, даже мужчина, который на первый взгляд бывает скуповат, у него есть деньги. Он просто сейчас не хочет, чтобы другие люди знали об этом.
потому что у него постоянно требует помощи. Ну, колесо фортуны очень хорошая карта. Здесь без сомнения, да, здесь без сомнения. Очень хорошая карта, и смотрите, да, ему повезет. Ему повезет. Ну и скажу вам прямо, что и справедливо, что ему повезет. Потому что долгое время на работе он терпел какие-то или неприятности, или же ему мешали, или же издевались над ним. А теперь ему повезет. Это карта справедливость. Будет все так, как нужно. Он будет доволен своей жизнью. Вы будете довольны. Он, может, вам подарок готовит, какой-то сюрприз готовит. Что-то здесь такое есть, да? Мужчина хочет собрать денег, чтобы вам дать какой-то сюрприз. Может быть, путешествие готовит. Даже хочет купить, может, квартиру на вас двоих. Колесо фортуны. Денег будет много. Видите, здесь пентакль у нас в этом колесе, но это тоже радости. Понимаете, это когда все получается как нужно. Так что расклад очень хороший. Очень хороший расклад. Колесо фортуны вышло. Это означает то, что происходит у мужчины сейчас? Он хочет вам доставить какую-то радость. О, да. Туз жезлов. Скучает, страдает. Хочет прийти уже с какой-то решенной проблемой, что он обещал вам решить какие-то вещи и не решал до сих пор. Хочет прийти уже, знаете, как с трофеями, да? С трофеями, уже с подарками хочет прийти, уже с решением чего-то. Потому что, может быть, была ссора из-за того, что мужчина медлил. Не решил какие-то вопросы, медлил. Но ему вообще свойственно медлить, ему свойственно выкручиваться, ему свойственно не идти на конфликт. А иногда нужно идти на конфликт, иногда без этого не выходит. Но он войдет в свою силу, он поймет, что для него важно в жизни. Потому что самое главное для него вы. Вот вы вышли, королева жезлов, вы для него главное. И знаете, эти мужчины, вот такие, как здесь вот вышел на связь, да, они это понимают, к сожалению, немножко бывает поздно, когда уже вы замучились ждать от него какого-то поступка. Но лучше поздно, чем никогда, как говорится, да. Мечта ваша сбудется. Если у вас нет мужчины, сейчас самое лучшее время, чтобы себе мощного найти. И это будет встреча знаменосная, как бы сказать, по судьбе, да, вот колесо фортуны вместе с картой силы, это встреча по судьбе. Кстати, может быть, вы вместе там 3, 5, 10 лет, но эта встреча была по судьбе, посмотрите. Сила и колесо фортуны. Мужчина точно настроен серьезно. Он хочет вам доставить удовольствие, потому что рыцари приносят новости, меняют жизнь. Он хочет поменять жизнь к лучшему, вашу жизнь, свою жизнь. Ему тоже эта неустроенность уже просто надоела. Здесь я вижу, что в данный момент, когда вы смотрите, у вас может быть очень неустроенный быт. Или какие-то качели, неустроен быт. Может быть, нет отдельного жилья, или жилье маленькое, или есть разные поколения в одном доме. В общем, ссоры, расстраиваетесь часто. Кажется, пустяки, но на самом деле это не пустяки. И мужчина очень часто избегает, да, решения. Он может решить, но он избегает чего-то. Смотрите, но на будущее вот эти карты вышли, и они очень четко говорят про ваше будущее. Даже если бы я ничего не сказала, здесь все идеально показано. Что мечта будет исполняться, тройка жезлов, это утроится сила ваша. Собака на этой карте говорит о том, что он будет стараться вам угодить. Он верный, будет. Верный ли сейчас, я бы сказала, он будет верный. У многих, что верный даже сейчас проиграется. Потом вот вы, вот такая пара, посмотрите, шикарная пара. Вот здесь, знаете, даже вот видно, что он сдерживает вот эту темную силу, или это родственники, или это какие-то люди, или обстоятельства. Вот эта темная сила представлена этим быком темным, да? И он сдерживает эту темную силу, понимаете? Вот между этими недоброжелателями или теми, что вас обижают, или, может, это финансовые проблемы. Он между вами и проблемами, он сдерживает эту силу.
У него есть возможность быть этим, знаете, этим храбрым рыцарем, да, вот такие слова, может быть, они и устаревшие, но все оно так и есть до сих пор. Здесь вот я вижу, если две эти карты вот так взять, и они же вышли тоже, да, все имеет место быть, это же таинство, предсказание — это таинство. Для девочек, у кого нет отношений, здесь четко показан новый рыцарь, новый кавалер, новый денежный человек с профессией в руках. Кстати, отложенные деньги есть. Потому что вы хотите знать, окей, состоятельный ли он. Состоятельный, но, может, не дает об этом знать. Но карты-то показали, что состоятельный. Вот вы встретитесь или уже встретились с состоятельным человеком. И вот, пожалуйста, он влюблен в вас. Это влюбленность. Туз жезлов всегда влюбленность. И планирует с вами встречаться дальше. Колесо фортуны говорит долгая счастливая жизнь. Смотрите, 1, а 10 по-римски — это 2 единицы перекрещенные. Кстати, это же таинство. Это же портал в изобилие, да? 10 именно по-римски. Так вот здесь портал в изобилие у вас есть в паре. Так что в вашей паре будут деньги, и все будет хорошо. Нужно только подождать, потому что нужно пройти этот сложный период, но он практически уже закончился. Подходит уже к концу весь этот сложный период. Так что здесь совет. Я хочу взять для вас совет. Какой совет? Ну, вы верховная жрица. Потрясающе, да? Это перемены, вас ждут перемены. Верховная жрица, она покровительствует Луне. И у нее в руках это книга высших знаний, это записи Акаши, там есть судьба ваша с ним. Вот эта встреча судьбоносная записана в этой книге, это точно. У нее же это Тора, то есть умная книга. Но, а если по индийской традиции мы идем, так хроники Акаши, записи Акаши, ну это понятно, это то, что было, есть и будет. И было, есть и будет, уже записано, что у вас будет счастье, будет финансовая поддержка от мужчины, будет радость. Вы верховная жрица, у вас эти знания уже есть. Вы, очевидно, ощущаете, что вы предназначены друг другу. Вот внутреннее это ощущение, что вы суждены друг для друга, у вас уже есть. Это внутреннее ощущение, да? Вы верховная жрица. Луна — это символ перемен. Отношения будут меняться. Вот в таком сочетании отношения будут переходить на новый уровень, будут меняться. Темная полоса, видите, это черная свеча. Вот это же та башня опять. Вот эта темная свеча. Меняется на светлую. Так что здесь однозначно. Однозначно. Цветы, конечно, высокая энергетика цветов, это энергетика любви. Впереди вас ждет любовь, но зеленый цвет — это деньги. Так что я вижу даже вот здесь, в этом сочетании. Знаете, деньги нужны для пары. Чтобы была жизнь, знаете, красивая, роскошная, чтобы жизнь была достойная, чтобы благополучие было в доме. Вот этот расклад. У вас благополучие в доме будет, денег на все хватит, потому что он заработает. Он заработает. Или он здесь работу поменяет, или наконец-то закончатся вот эти трудности, да, эти другие люди, которые мешали на работе. Помните в начале расклада? Девочки, можно еще раз пересмотреть, что-то новое услышите. Вообще расклады, они такие всегда. Когда вы слушаете, даже в другое время вы будете слушать, вы что-то новое будете слышать. Но то, что вас ждет счастье, это я вот даже не сомневаюсь по этому раскладу. Вас ждет большое счастье. Такой расклад, мои дорогие. Такой мужчина вышел в этом раскладе. Будете смотреть завтра, что-то новенькое еще узнаете. Но знаете, это же прекрасное проведение досуга, потому что вы смотрите свое будущее, вы отдыхаете, и это очень полезно. Высшие силы с вами здесь разговаривают. Так что эти гадания можно смотреть очень-очень много. Снимаю для вас видео на берегу океана, Атлантического океана. Этот раз я в Атлантике. Желаю вам счастья. Я знаю точно, что у вас все будет просто замечательно. Сбудутся все ваши желания. Сбудутся все ваши желания. И все будет просто хорошо, мои дорогие. Кстати, хочу сказать, что меня нет в ТикТок. Приходите на мои расклады. Новые и старые. Кстати, старые, как старое выдержанное вино. В них много правды. Просто загадайте
себя. Кстати, в начале расклада произнесите свое имя своим голосом. Это мой метод авторский. Понимаете, именно авторский метод. Это будет ваша самая лучшая мантра. Ваше имя вашим голосом. И расклад как ключиком откроется от вашего имени. И вы четко просмотрите свою ситуацию, будете чувствовать свои подсказки. Не сомневайтесь, обязательно получите помощь. Я знаю, что у вас будет все просто замечательно. А еще я знаю, дорогие мои, что мы скоро с вами, очень скоро, и обязательно увидимся. Желаю вам всего самого лучшего и до новых встреч. Пока-пока.